Привет, мои дорогие! С вами снова Анна Тьмерова. Не виделась с вами совсем немножко, а кажется, что очень долго не виделась с вами и очень соскучилась. И сегодня я снова с вами, и мы будем делать цветы из гофрированной бумаги с конфетами внутри. Долго думала над тем, какой мастер-класс вам показать следующим, и выбрала вот такие вот цветы. Именно их мы сегодня будем делать. Розы – одни из самых любимых цветов моих в изготовлении. Может быть, потому что когда-то они у меня не получались, и я долго старалась, долго училась их делать. И чаще всего у меня заказывают именно розы, и больше всего я делаю именно розы. И люблю их в разных проявлениях, люблю их делать по-разному, абсолютно в разных вариантах. И если посмотреть на природу, то в природе нет ни одного цветочка абсолютно одинакового. Даже цветы одного и того же сорта, они немножко отличаются. И поэтому мне тоже хочется те же самые розы, например, делать в разных вариантах и показывать их, как их делать. Именно вот такие вот цветы мы с вами сделаем в этот раз. А в следующем видеомастер-классе мы с вами будем делать букет с этими цветами. Поэтому обязательно следите за новинками. Пишите мне все ваши пожелания, все ваши комментарии. Может быть, новый формат видео вы хотите или какие-то новые мастер-классы. Я обязательно рассмотрю и по возможности сниму. А мы с вами приступаем к изготовлению вот таких вот роз из конфет. Я долго выбирала, какой цвет гофрированной бумаги выбрать за основу цветочка. И я решила взять номер 601, вот такой вот теплый розовый цвет. И для того, чтобы сделать чашелистики и обернуть ножку, я беру к нему в пару зеленую гофрированную бумагу вот такого болотного цвета, номер 562. Стебель цветочка я буду делать из проволоки толщиной 1 мм. Из инструментов я беру ножницы, линейку и термопистолет. Далее беру гофрированную бумагу розового цвета, отмеряю полоску, равную 6,5 см, и отрезаю эту полосочку. Из нее мне нужно сделать отрезки шириной по 4 см. Делаю 2 таких отрезка. Из них я делаю лепесточки, складываю первый пополам и кверху его закругляю. То же самое делаю со вторым. Теперь раскрываю этот лепесток и 1,5 см от верха я начинаю растягивать. Выгибаю лепесток так, чтобы получился вот такой изогнутый красивый лепесток, как для английской розы. То же самое делаю со вторым лепестком. Оба лепестка выгибаю вот так, и у меня получаются такие красивые изогнутые лепестки. Теперь беру одну эту заготовочку и по низу наношу термоклей. Внутрь вставляю конфету Феррера или любую другую конфету, которую вы бы хотели вставить в этот цветочек, подойдет абсолютно любая. Натягиваю 2 стороны друг на дружку, внутрь вставляю проволоку и придавливаю их вот так вот пальчиком, формируя основание для цветка. Сверху у нас получается сейчас вот так, и уже за счет одного этого лепестка хорошо конфета держится. Теперь беру вторую заготовку, по низу также наношу термоклей и приклеиваю напротив, так чтобы конфетка виднелась и она чтобы не полностью закрылась бумагой. И придавливаю также снизу. Хорошенько придавливаю, чтобы клей зафиксировался. Получается вот такое основание цветочка, вот такой бутон. Конфетка хорошо виднеется и 2 лепестка с 2 сторон. Теперь отмеряю полосочку подлиннее, отрезаю ее длиной 25 см. Такую длинную полосочку. Длина 25 см и высота также по-прежнему 6,5. Эту полоску нам нужно будет складывать гармошкой. Ширина сложенной стороны должна быть не больше полсантиметра. По самому низу я наношу термоклей и приклеиваю эту гармошку. Итак, я делаю следующий прищип и снова наношу термоклей. Наносим буквально чуть-чуть, чтобы просто промазать и зафиксировать эту гармошку, чтобы у вас не было слишком толстого основания. И полностью всю длину гофрированной бумаги я вот так вот складываю в виде гармошки. Сверху получается красивая такая волна, а здесь аккуратненько мы все склеиваем. И продолжаем до самого конца. Склеиваю по низу буквально 2 см. И когда приклеиваю, я хорошенько приминаю, чтобы клей зафиксировался максимально тоненько, чтобы основание было не толстым. Получается вот такая гармошка. Вот такая заготовка, которую мы будем использовать для нашего цветочка. С одной стороны она у нас вот такая ребристая, а с другой стороны плоская. Именно плоской стороной мы будем приклеивать поверх. Там, где у нас получились ребрышки, мы будем наносить термоклей. Теперь вот таким образом я держу лепесточек и по низу наношу термоклей. Можно нанести целые 2 полоски.
чтобы у вас приклеилось все максимально хорошо. И вставляю туда цветочек. Мне нужно эту заготовку полностью обернуть вокруг цветочка. И два края склеить друг с другом. Для этого наношу вот так вот полоску термоклея по самому низу и склеиваю сначала два края. Потом равномерно распределяю всю заготовку вокруг цветочка, вокруг конфеты и приклеиваю. Плотненько прижимаю пальцами в самом низу, чтобы основание склеилось максимально хорошо. Сейчас получается вот такая заготовка, и теперь по самому верху я ее растягиваю. Растягиваем буквально 1 сантиметр сверху, ниже не спускаемся. Получается вот такой махровый цветочек. Если хотим, можем чуть-чуть загнуть, делаем небольшой прищип в сантиметре 1,5 от самого верха, и у нас они будут смотреть в сторону конфетки. Если вы хотите, чтобы он был более раскрытый, можно оставить и так. Я чуть-чуть загну в сторону самой конфетки, совсем чуть-чуть, чтобы он не сильно загибался, но при этом и не топорщился совсем сильно в стороны. И сейчас у меня получается вот такая серединка цветочка. Теперь будем делать лепестки. А для изготовления лепестков я также беру гофрированную бумагу этого же самого оттенка и отрезаю полоску равную 6,5 шириной. И из этой полоски я буду отрезать заготовки по 3,5 сантиметра. Таких заготовок мне нужно будет 10 штук. Сделала 10 заготовок, и из них буду вырезать лепестки. Для этого беру саму заготовку, складываю ее пополам, снизу отрезаю уголочек, кверху закругляю. Делаю такую заготовку, как для лепестков розы. Теперь у этой заготовки вверх я закручиваю на шпажку, делаю вот такие закрученные края и растягиваю лепесток. Получается вот такой лепесточек, красивый, округлый. Все лепестки, все 10 штук мы делаем именно таким образом. Заготовила серединку цветочка, лепестки и начинаю собирать сам цветочек. Беру первый лепесток, на этот лепесток по самому низу я наношу термоклей и приклеиваю его вокруг цветочка. Приклеиваю лепесток повыше, примерно на 1 сантиметр, выше махрового края. И по низу, естественно, мы тоже немножко поднимаемся повыше. Первый круг мы приклеиваем 5 лепестков. Чтобы все 5 лепестков у нас поместились, приклеиваем немножко нахлестом друг на друга. И у нас получается вот такой цветочек, и осталось сделать еще один круг. Снова наношу термоклей на лепесток и приклеиваю его между лепестками первого круга, так, чтобы он тоже хорошо виднелся. И все 5 лепестков я приклеиваю по кругу. Получается вот такой цветочек. Этому цветку осталось сделать чашелистики. А для изготовления чашелистиков я беру зеленую гофрированную бумагу. Из этой бумаги я отмеряю полоску, равную 7,5 см длиной и 8 см шириной. Вот такая заготовочка у меня получается. Ее складываю пополам и из нее отрезаю небольшие такие треугольнички. Формирую чашелистики, достаточно широкие, примерно по 1 см у основания. Эти чашелистики я прорезаю насквозь. Они получатся у нас разной длины, и это хорошо. Примерно 2-3 надреза на каждом уголочке. Получается вот такая заготовка с множеством чашелистиков. Каждый из них я закручиваю, придаю им более такой хаотичный вид, чтобы не было этой идеальности гофрированной бумаги. По самому низу я наношу термоклей. Прикладываю сюда цветок и приклеиваю вокруг розы. Плотненько все хорошенько придавливаю, чтобы все придавилось. Получается вот так вот множество чашелистиков у самой розы, и они топорщатся в разные стороны. Для того, чтобы они не топорщились и смотрелись более аккуратно, я их немножко пальчиками или ножницами, можно вот так вот ножницами загнуть в сторону самого цветочка. И они уже будут лучше огибать сам цветок. Дальше из гофрированной бумаги зеленого цвета я отрезаю полоску, равную примерно 1,5 см.
лучше взять немножко пошире, потому что основание цветочка у нас получилось толстое. И для того, чтобы удобнее было оборачивать ножку, делаем полоску немножко пошире. Под цветочком наношу термоклей в круговую и приклеиваю туда полоску гофрированной бумаги. И так я спускаю все ниже и ниже. Можно прям внутрь немножко нанести термоклей, чтобы там тоже у нас стебель хорошенько склеился. И вот так вот я спускаю. Здесь не перетягиваю слишком сильно, чтобы переход от толстого основания на тоненькую ножку был более плавный и аккуратный. Поэтому периодически наношу термоклей, чтобы гофрированная бумага у нас не съехала с предыдущего слоя. И плавненько спускаюсь все ниже и ниже. И у нас получается такой аккуратненький переход от толстого основания на тоненький стебель. И полностью обматываю ножку той длины, которой мне нужно. Получается вот такой вот аккуратненький стебель, красивые чашелистики и великолепный цветок. По-моему, получились очень изящные и необычные розы, которые могут непременно стать центром вашей композиции и центром любого букета из конфет. Даже из просто таких роз можно собрать огромную композицию. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо, что вы пишете мне свои пожелания, комментарии. Огромное спасибо за все ваши отзывы, которые вы мне пишете в группе ВКонтакте, личными сообщениями под видео. Я очень благодарна вам. Мне очень приятно каждый раз читать все эти теплые слова. Спасибо еще раз. Встретимся в следующем видео-мастер-классе. Напоминаю, мы с вами будем делать уже не просто цветочки, а целую композицию с этими цветами. Поэтому следите за новинками. И до встречи. С вами была Анна Тумерова. Пока-пока.